When we said rock returns to Giant Stadium, this is what it's all about. Please welcome Boston! Единственное, что можно сказать определенного о группе Бостон, это то, что это знаменитая на весь мир группа из Бостона. Прогрессивному человечеству этот город известен как американский наукоград, в котором находятся самые знаменитые вузы и научные центры страны. Изюминка коллектива – космический корабль. Он украшал каждую обложку альбомов группы. У истоков группы стоит Том Шольц. Том вырос в достаточно богатой семье. Его отец был строителем домов премиум-сегмента, на чем сделал очень хорошее состояние. Том с детства играл на фортепиано, очень любил слушать классическую музыку Бетховена, Чайковского и Рахманинова. После окончания школы Том решил, что будет учиться в Бостоне в Массачусетском технологическом университете, одном из самых престижных учебных заведений в США. Будучи студентом, он сочинял песни, мечтая о карьере рокера. И интересно, что треки, которые Том писал в студенческие годы, стали частью дебютного альбома будущего коллектива. Окончив высшее учебное заведение, Том получил специальность инженер-механик. Вскоре он устроился на работу экспертом в фирму Polaroid и по-прежнему писал песни и подрабатывал музыкантом в местных клубах. Заработанные деньги Том потратил на оборудование собственной звукозаписывающей студии. Мечта о профессиональной карьере музыканта не покидала его. Приходя с работы, вечерами он садился за сочинение и запись своих треков, с каждым днем оттачивая и совершенствуя их. Как говорил сам Том, иногда я сидел за музыкой с вечера и до самого утра, а после шел на работу не спав, сидел за своим рабочим местом и дремал. В начале 70-х годов он познакомился с вокалистом Бреттом Делпом, гитаристом Барри Гудро и ударником Джимом Мейсди. Парней объединяла любовь к музыке. Они стали основателями собственного проекта. Из-за отсутствия опыта новый коллектив распался. Парням так и не удалось достигнуть определенных высот. Но Шольц не терял надежду завоевать публику своими композициями. Он продолжал работать в одиночку. Том был в активном поиске лейбла. Когда студийный материал был готов, Том пригласил Бретта для того, чтобы положить текст на музыку. А ребята отправили треки в несколько звукозаписывающих студий, но ответа так и не поступало. Том Шольц уже не верил в успех задуманного. Даже дал объявление о продаже оборудования и решил завязать с музыкой. Но, наконец-то, ему улыбнулась удача. В один из дней, сидя на работе на своем рабочем месте, к нему подошли и сказали: «Шольц, к тебе к телефону из звукозаписывающей компании Epic». Он взял трубку, и ему сказали, что заинтересованы в записи альбома с ним, что ему нужно приехать и подписать контракт на запись. После чего он положил трубку, вскочил на стол и начал кричать от радости. Весь офис вышел на него посмотреть, не понимая, что происходит. Том же сказал, что на тот момент он был самым счастливым человеком на планете. В Epic сказали, что звук был лучшим из того, что они слышали. Прослушивание прошло на отлично, и они подписали контракт на 10 альбомов в течение 6 лет. Лейбл выделил продюсера для работы над альбомом, и Том Шольц был очень обеспокоен тем, что звукозаписывающая компания не могла допустить того, что материал будет записан в домашней студии.
Но ведь именно в ней Шольц смог добиться уникального звука. К счастью для Тома, продюсеру нравились записи Шольца, и он пошел ему навстречу, предложив обмануть лейбл. Шольц остался в своей домашней студии доводить записи до окончательной формы, а остальные музыканты отправились в Калифорнию заниматься вокалом и прочими делами. Весь материал на первом альбоме был записан исключительно Шольцем, кроме вокала и барабанов. Альбом, вышедший в 1976 году, был продан тиражом 17 миллионов копий, что было абсолютным и колоссальным рекордом для дебютного альбома и является одним из рекордсменов по сей день. Абсолютным хитом всех времен стал трек «Больше, чем чувство». Из интервью Тома Шольца. И вдруг я понял, что нахожусь в музыкальном бизнесе. Я узнал о том, каковы были показатели продаж альбома, все еще работая в Polaroid полный рабочий день. Было нелегко оставаться там еще 2 недели. Единственное, что хочу добавить, так это то, что основной риф этого трека лег в основу песни Nirvana «Smells Like Teen Spirit». Сам Кобейн говорил, что абсолютно бессознательно взял основной риф у песни группы Boston за основу своего трека, немного его изменив. Не менее ярким рифом мог похвастаться и третий сингл с дебютной пластинки, который назывался «Умиротворенность сознания». Песня была написана во время работы Шольца на заводе Polaroid, поэтому многие восприняли ее как некий крик души автора. В песне пелось о бессмысленности карьерной гонки, о желании жить в спокойствии, а не в постоянном стрессе. Жить, реализуя свои мечты, а не борясь каждый день за выживание. По воспоминаниям Тома Шольца. Эта песня не конкретно о моей работе в Polaroid и окружающих меня людях. Она об американском образе жизни, о корпоративной структуре, восхождении по карьерной лестнице и прочей ерунде, на которую покупаются американцы. С выходом первого альбома наступил пик популярности группы. Коллектив приступил к активной гастрольной деятельности. Однако вскоре музыкантов ждало первое разочарование. Дело в том, что зрители не воспринимали на слух выступления ребят. Успехом гастроли группы Boston по США не пользовались. И после гастрольного тура музыканты приступили к записи второго студийного альбома. Новый альбом продемонстрировал первоклассное звучание, тогда как тексты стали более интроспективными, отражая тяжесть, свалившейся на музыкантов славы. Заглавная композиция стала очередным хитом, а альбом занял первое место. За этот период времени у музыкантов появились поклонники не только на территории родной Америки. Участники группы нашли поклонников своего творчества и в Европе. В поддержку второго студийного альбома группа Boston отправилась на гастроли по европейским странам. Но музыканты не учли ошибки прошлого, поэтому их выступление можно отнести к списку провальных. Постепенно популярность группы начала уменьшаться. Коллектив перестал быть востребованным в музыкальных кругах. В 80-м году группа объявила о своем распуске. Ребята так и не выпустили обещанный третий студийный альбом. Звукозаписывающая студия, с которой музыканты подписали контракт, посчитала проект неперспективным. Тем не менее, Шольц посчитал, что еще на втором альбоме звукозаписывающая компания нагрела себе руки. Вторая сторона имеет продолжительность всего 15 минут, жаловался он писателю Крейгу Роузену. Лучше бы мне дали еще 6 месяцев на запись пятой песни на этой стороне. И это было не единственным разногласием. На фоне судебных разбирательств и встречных исков лейбл потребовал от группы возместить убытки за непредоставление материала. Шольц же потребовал выплаты удержанных роялти. Задача была не из легких. Однако Шольц, считавший, что именно его перфекционизм является основным фактором успеха группы,
одержал победу в тяжбе, а группа перешла под крыло MCA. А вскоре Том Шольц создал собственную компанию Scholz Research and Development, которая производила усилители и различное музыкальное оборудование. Самый известный продукт его компании – усилитель Rockman. Ввиду простоя в концертах, в 1981 году Гудро покинул группу. Его примеру последовали Шихан и Хашин в 1983. На место последнего пришел ударник Джим Маздея, который ранее участвовал в записи многих оригинальных композиций первого альбома, тогда как Шольц исполнял партию бас-гитары. Бывший друг Сэмми Хаггера Гарри Пил присоединился к составу в 1985-м. Между вторым альбомом и третьим прошло 8 лет. Но это не помешало новому релизу взлететь на вторую строчку чарта США. Первая композиция «Аманда» стала лидером. В альбом вошли и другие качественные композиции, хотя тексты не соответствовали ожиданиям, учитывая столь долгий перерыв. А Шольц признавался, что ему гораздо больше нравится качество звука на этом альбоме, чем в двух предыдущих. Я наконец понял, как записать именно то звучание, которое нужно мне. Вскоре музыканты получили предложение выступить на фестивале Texas Jam. Участники группы порадовали поклонников прекрасным исполнением старых и любимых треков. Несмотря на то, что группу тепло встретили фанаты, это не уберегло группу от распада. Несмотря на распуск коллектива, музыканты еще собирались вместе, но до этого момента прошло еще 8 лет. В 1994 году музыканты объединились и опять появились на сцене. Том сообщил о том, что группа воскресла и будет радовать поклонников обновленным репертуаром. Вскоре группа приступила к записи 4-го студийного альбома. Новый сборник получил название Walk On. Несмотря на большие надежды участников группы, пластинку довольно прохладно встретили как поклонники, так и музыкальные критики. На этот раз он достиг лишь 7-го места в США, но в последующие 3 месяца стал платиновым. Песня I Need Your Love стала новым хитом. К тому времени ударник Кэрли Смит и вокалист Фрэнк Космо вошли в состав группы, а Делп вернулся для участия в последующем турне. Прошлые хиты держали группу на плаву, однако еще 8 лет потребовалось на запись следующего альбома. Он оказался лишь на 42-м месте в США, но вопреки провалу музыканты продолжали гастролировать. А в 2007 году произошла трагедия. Брэд Делп покончил с собой. Полицейский и его невеста Памела Салливан обнаружили тело в ванной комнате в его доме. Перед смертью Брэд написал 2 записки. В одной указано предупреждение, что в доме включен газ, который может привести к взрыву помещения. Вторая записка была написана на 2 языках – английском и французском. В ней указано: «Я одинокая душа. Я беру полную ответственность за мое нынешнее состояние. Я потерял интерес к жизни». После того, как Брэд написал записки, он вошел в ванную комнату, закрыл дверь и открыл газ. Его невеста Памела Салливан, у которой с Брэдом было 2 детей, рассказывала о затяжной депрессии музыканта. «Депрессия – это страшно. Я прошу простить и не осуждать Брэда». После прощальной церемонии тело вокалиста группы Бостон кремировали. В этом же году, в августе, был дан концерт в честь памяти Брэда Делпа. Лишь в 2013 году дискография коллектива была пополнена 6-м студийным альбомом. На записи звучит голос уже покойного Брэда Делпа. С коммерческой точки зрения 6-й студийный альбом нельзя назвать успешным. А вот поклонники встретили новые треки очень тепло.
Возможно, это связано с тем, что это последний альбом, в записи которого принимал участие Брэд Делп. На сегодняшний день группа продолжает давать концерты. Вместо Брэда в состав взяли нового участника. Состав группы Бостон полностью изменился. Из старых участников в команде есть только Том Шольц. Поразительно, но несмотря на то, что стиль Бостон не особо поменялся со времен первой пластинки, их релизы до сих пор хорошо раскупаются, да и концертные залы не пустуют.